Медсестру из Витебска осудили на 1,5 года колонии общего режима за то, что она бросилась помогать избитому ОМОНом парню. Инцидент случился в октябре прошлого года, когда во время одного из маршей девушка увидела лежащего на земле молодого человека. Она и другие участники акции попытались пробраться к нему, чтобы помочь, однако сотрудники милиции тщательно препятствовали этому. А после сами подняли парня с земли, и совсем не так, как это нужно делать, если человек находится без сознания. Из-за того, что девушка не смогла оказать первую помощь человеку, она очень расстроилась и несколько раз ударила бусик ОМОНа. Такой поступок силовики трактовали как злостное хулиганство, поэтому ближайшие год и 6 месяцев девушка проведет за решеткой. Интересно, что прокурор требовал наказать медсестру на целые 6 лет. Только в Беларуси медика могут посадить в тюрьму за то, что та хотела спасти человека. Многодетную пару из Минска, которая не разделяет политику нелегитимного, угрожают поставить на учет как социально неблагополучную. А все началось с безобидных жалюзи бело-красно-белых цветов. Стоит отметить, что окно с ними выходит на лес. То есть, чтобы увидеть его и доложить куда надо, неизвестным доброжелателям пришлось целенаправленно обойти коттедж с тыльной стороны. А после того, как милиция получила наводку, события начали развиваться по классической схеме. Протокол на отца, народная статья 2334 и крупный штраф. Увы, на этом все не закончилось, и за семью взялись провластные органы опеки. Они пытались выведать, помогал ли старший сын отцу повесить те самые жалюзи. Проводили душеспасительные беседы о том, что БЧБ – это фашистская символика, а затем вплотную взялись за детей, и в уютный двухэтажный коттедж нагрянули проверки из органов опеки. Контролеры с энтузиазмом изучали каждый угол, пытаясь отыскать хоть что-то, за что семью можно поставить на учет. Но в этом они потерпели полное фиаско. Дом оказался, как говорится, полной чашей, где царит гармония и взаимопонимание. По словам адвоката семьи, привлечение по статье 2334 не может являться основанием для такого рода вмешательства в частную жизнь. Режим готов простить убыточным сельхозпредприятиям долг в размере более 7 миллионов долларов. Для этого подконтрольному незаконной власти Беларусьбанку был дан приказ простить 5 злостных должников из аграрного сектора. Среди них особенно выделяется ферма из Бешенковичского района АСБ «Агроноватор», ранее известная как колхоз имени Ильича. Предприятие умудрилось задолжать государству более 5,5 миллионов долларов. Если сравнить сумму, подлежащую списанию, с планируемыми тратами республиканского бюджета в текущем году, то мы увидим потрясающую картину. Объем прощенного долга в 4 раза больше, чем годовой размер трат на природоохранную деятельность, а также в 2 раза выше расходов на государственный санитарный надзор и примерно равен бюджету прикладных исследований в области здравоохранения. Помимо этого, сумма в 7 миллионов долларов несколько раз превышает годовые расходы в масштабах всей страны на дошкольное и профессионально-техническое образование. Интересно, какими из этих позиций решит пожертвовать нелегитимная власть ради спасения одного колхоза имени Ильича. Гостелевидение продолжает освоение самых низких глубин цинизма. На телеканале СТВ выпустили передачу с участием одиозного блогера Алексея Голикова, который решил, что насильственное противостояние силовиков мирным гражданам – это хорошо и правильно. И в подтверждение этой мысли привел в пример случай из оккупированной нацистами Беларуси, когда бабушку с внучкой расстреляли на глазах у пленных людей за то, что те отказались купить билет на поезд в Германию. По мнению Голикова, именно такие действия являются адекватными соблюдением порядка и безопасности, на которые должны ориентироваться белорусские силовики. Прямой призыв убивать тех, кто не согласен пойти на каторгу, был произнесен в эфире режимного телевидения. При этом Голиков цинично отметил, что является сторонником непопулярных и недемократических методов подавления прав и свобод граждан. Так как протестная толпа теряет человеческий облик, а значит, с ней можно расправляться без жалости. В любой цивилизованной стране за такие высказывания оратору грозил бы огромный штраф вкупе с уголовным сроком. Но не в Беларуси, которой правит Лукашенко. У нас за такое возможно даже медаль за отвагу дадут и вручат ее благодарные силовики, которым дали карт-бланш на любые зверства. Военнослужащих Министерства обороны и сотрудников органов внутренних дел принуждают записать видеообращение, в котором нужно Лукашенко назвать своим президентом, нелестно высказаться о Светлане Тихановской, а также назвать БЧБ флаг тряпкой и фашистским знаменем. Видимо, сценарии для таких роликов заказывают у известного пропагандиста Григория Озаренко. А тем, кто отказывается играть роль в лукашенковском блокбастере, угрожают как минимум увольнением и прекращением кредитования. Интересно, что эти видео не публикуют, а хранят для того, чтобы в случае, если военнослужащий захочет высказать свою гражданскую позицию, использовать как компромат.
Теперь становится ясно, как людей заставили сниматься в шизофреническом видео, где военком Кривоносов передает им заряд энергии и решительности. Намерен сейчас передать военнослужащим Вооруженных сил Республики Беларусь. В знак протеста уволился легендарный смотритель городских часов в Могилеве Геннадий Головчик. Сделан он это в знак солидарности с экс-директором местного музея истории Алексеем Бутюковым, которого недавно уволили по политическим мотивам. Кроме того, часовщик негативно относится к происходящему в нашей стране. На месте убийства Александра Трайковского по случайности был и его сын, который также является ровесником убитого Романа Бондаренко. Такое нельзя проглотить, считает Геннадий, и работать на государство при такой власти тоже не собирается. Важно отметить, что Геннадий Головченко является единственным в Беларуси смотрителем городских часов и уникальным в своем роде мастером. Вот уже неделю часы на городской ратуше стоят. И это все на сегодня. До встречи завтра и живи Беларусь!